Здравствуйте, мои любимые банка-джемоеды! Сегодня у нас на столе не дичь, а вполне уважаемая классика. Культовая игра от Bungie, у которой так и не получилось развиться в полноценный сериал. Посмотрим, почему так произошло и на каком этапе Они навернулась. Для меня же этот обзор будет особенно ценен в главную очередь как повод закрыть один престарелый гештальт, тянущийся чуть ли не со времен покупки в 2003 году собственного компьютера. Разумеется, исключительно для учебы. Хотя, не знаю, можно ли это вообще называть гештальтом, потому как Они — лицензионные отбуки, а не бог весть какая пиратка, принципиально отказывалась жить у меня дальше начального ролика, так что прохождение игры я не просто не закончил, но и даже не начал. Картина маслом. Молодой и преисполненный верой во все хорошее Кардиналыч возвращается домой с новенькой игрой под таким понятным, но в то же время загадочным названием Они, которое я прочитал как «Они», восхищается крутой мультипликационной заставкой и... Опа! Они навернулась. Восхитительная в своей лаконичности ошибка, в которой ничего не указывало на то, что проблема-то крылась в несовместимости игры со слишком свежими драйверами видеокарты. Или слишком несвежими. В общем, что-то не так было с драйверами, и это что-то стоило мне своевременного знакомства с жемчужиной студии Bungie. Только, как бы сказать, немного не той Bungie. Я думаю, многие из вас в курсе этой истории или хотя бы слышали о ней, но давайте для отчетности навернем еще один круг. На волне успеха серии Marathon и первой части Myth для macOS руководство компании решило, что пора расширяться. И в 1997 году дало добро на открытие дочерней студии. Так появилась Bungie West. Студия отважных новичков, которым был дан практически полный карт-бланш на создание любой игры по их усмотрению. Но это не все. Также сотрудники новой студии избавлялись от любой бюрократической и финансовой мороки. Всеми этими вопросами, в том числе и пиаром, продолжал заниматься головной офис. В теории из Bungie West должен был получиться эдакий производственный отдел с большой автономией. Но как в такой истории обойтись без «но»? Как по всем канонам жанра, далее у компании возникли проблемы, которые в целом можно описать фразой «что-то пошло не так». Во-первых, выход Myth 2 оказался омрачен серьезным багом, попавшим на мастер-диск. Программа удаления игры выполняла свое предназначение не совсем адекватно и вместе с игрой терла и все содержимое папки, куда она была установлена. То есть деинсталляция Myth 2, зачем-то установленный в корень системного диска, означала бы прощание со всеми данными на нем. В итоге всю первую партию дисков в срочном порядке отозвали, вследствие чего Bungie не только налетели на бабки, но и пропустили праздничный сезон. Тем не менее, продать Myth 2 у них так или иначе получилось, так что этот удар по шарам стал хоть и болезненным, но не фатальным. Во-вторых, первая игра новоявленного западного крыла компании, как бы помягче сказать, подзависла. Модели, текстуры и прочие ассеты активно создавались. Код движка рос как на дрожжах. А вот рабочим прототипом, который уже можно было бы начать рекламировать, даже и не пахло. И через 2 года непонятного статуса разработки до Bungie наконец дошло, что с проектом надо срочно что-то делать. И на помощь новичкам отправился дизайнер Харди Лебел, на чьи плечи легла задача собрать имеющееся разрозненное цифровое лего в некоторое подобие технической демки. Зато в процессе конструирования игры у нее наконец-то появился настоящий сценарий, выросший из бессвязных набросков персонажей, вдохновленных мангой и аниме Ghost in the Shell и другой японской классикой. И проект с кодовым именем Они начал постепенно приобретать знакомые нам черты, что можно увидеть в трейлере 99 года. Но чего в трейлере нельзя было увидеть, так это немого признания всех причастных к нему людей в том, что Они не суждено выйти ни в 99 году, ни в следующем. Конечно, с приходом Лебела дела пошли в гору, однако без потерь тоже не обходилось, и авторам приходилось класть на жертвенный алтарь все большие куски игры. Битвы с огромным роботом, бывшим чуть ли не главной звездой трейлера, на помойку. Продвинутый искусственный интеллект оппонентов на мороз. Обычных скриптов хватит за глаза. Больше разнообразных уровней, часть объединить с уже сделанными, остальное в топку.
Вырезать пришлось даже мультиплеер по сети, не только обещанный авторами, но и показанный ими на E3. Сами разработчики утверждают, что от него пришлось отказаться из-за несовершенства тогдашних сетевых технологий, не способных обеспечивать стабильное соединение. Но реальная причина, думаю, куда прозаичнее. Кстати, забавный факт, ставший единственным известным случаем, когда две половинки Bungie едва не подрались. Все знают этот замечательный арт, на котором Канока обвешана 3 стволами, потому как именно он попал на обложку подавляющего большинства версий игры. Однако, по задумке художницы Лоррейн Рейес, героиня на иллюстрации должна была выглядеть вот так. Bungie задумку не оценили. Они не хотели продвигать игру по лекалам Лары Крофт, делая из Канока очередной секс-символ. В итоге начался недолгий пинг-понг мнениями касательно степени обнаженности героини, и главный отдел Bungie силами художника Джейсона Берроуза просто приодел ее, и в таком обновленном виде арт попал на обложку. Но это все будет потом, ведь Они надо сначала доделать. Финальный рубеж больше напоминал смесь Санта-Барбары и фильма «Катастрофы». Microsoft покупает Bungie ради получения Halo в стартовую линейку будущей Xbox, права на Они перелетают к Take-Two, в то время как западное крыло и без того охреневающее от происходящего пашет по 25 часов в сутки в надежде спасти свое единственное творение. И поскольку вы сейчас не на портале Unseen 64, своего они в итоге добились. Но окончание этой долгой и мучительной разработки также означало и смерть Bungie West, надобность в которой после покупки компанией Microsoft отпала сама собой. И пусть студии приходят и уходят, их наследие продолжает жить. Потому сегодня мы посмотрим на то, как единственная работа западного фронта Bungie прошла проверку времени. Остается только понять, как вообще завести игру без необходимости тащить в Дом Железа, актуальное на 2001 год. Впрочем, тут и понимать-то нечего, благо вокруг Они выросла значительная фан-база, которая мириться с заброшенным статусом игры не стала, и в 2008 году выпустила Anniversary Edition, итог многих лет тщательной хирургии всех игровых ресурсов и адаптации их под нужды современности. Ну а еще это удобная платформа для публикаций и установки модов на любой цвет и вкус. Однако замереть в глубину этой кроличьей норы я побоюсь и просто нажму кнопку «Сделать мне хорошо», которая превратит неработоспособного гадкого утенка в прекрасного ретро-лебедя. Один лишь минус. Сравнить модификацию с ванильной версией у меня так и не получится, поскольку продраться через Они навернулось я даже со всеми патчами и бубнами не смог. Тем не менее, игры в ее классическом воплощении мы все-таки коснемся, но я это уже забегаю вперед. Начинается Они с мультипликационной заставки, призванной ввести нас в курс происходящего. А происходящее просто и понятно. Плохие парни вконец распоясались и терроризируют мирное население. И главная героиня Канока, человек и армия в одном флаконе на службе закона, должна призвать их к порядку, нисколько не стесняя себя в инструментах демократизации. Конечно, все далеко не так однозначно, но пока по сюжету нам еще рано об этом задумываться. Протагонист и злодеи обозначены, задача ясна, вперед и с песней. Но сначала придется пройти обязательное обучение, в котором наш андроид-компаньон Шинатама расскажет о базовых основах управления и научит драться. О, драки — это кровь и мясо Они. Их много, они разнообразны, однако не только этим они примечательны. Bungie West, по сути, удалось переизобрести жанр битэмапов для клавомыши и 3 измерений с видом со спины и сделать его не просто играбельным, но и крайне комфортным. Я без понятия, каким демонам преисподней разработчики занесли хорошее настроение, чтобы нащупать ту самую формулу, грамотно объединяющую новое со старым. Но Они, даже несмотря на всю свою трехмерность, играется и ощущается как хороший классический битэмап из золотой эпохи жанра. Первое настоящее боевое задание Канока не даст соврать. Камера, управляемая мышью, практически всегда намертво приколочена к затылку героини и служит для нее этаким рулем, нужным и для ориентирования на местности, и для самостоятельного выцеливания прислужников зла. И да, никакого фиксирования камеры на цели. Если вы яростно бежите на врага с целью прописать ему с вертушки, а он в этот момент как бы невзначай решает отойти в сторону, то вашу ногу к его голове никто по доброте душевной не примагнитит. В Они в принципе нет такой вещи, как цель. Есть только путь. То бишь, кому угодно может прилететь от кого угодно. И только союзники не могут друг друга ударить.
Из этого правила слегка выбивается огнестрельное оружие, но до него мы еще дойдем. А пока вернемся к мордобою. Базовый арсенал приемов у Канока лаконичен на грани со скудностью. Левая кнопка мыши — удар рукой, правая — удар ногой. Однако их сочетание с перемещением, с прыжками, с приседанием, с выходом из приседания и даже с положением врага в пространстве рождает в сумме такое количество способов причинить боль, что на их постижение и последующее оттачивание может понадобиться немало времени. И набитых шишек. Дело в том, что значительную роль в успешном использовании приемов играют тайминги. У каждой атаки свое время на активацию, то есть анимацию замаха, непосредственно на сам удар и на восстановление, то есть остаточную анимацию возвращения Канока в изначальную стойку. Потому команды нужно вводить не только в определенной последовательности, но и с определенным выжиданием. Делаете все правильно, получаете зрелище, а если не делаете, получаете в живот коленом. И уходить из-под атак придется часто, потому как прислужники Синдиката, которому мы объявили войну, не просто какие-то мальчики для битья, а очень серьезные ребята, практически идентичные Канока по части возможностей. У них свои приемы, свои комбо-атаки, свои стили ведения боя и свои слабости. Ладно еще какую-нибудь шпану с первого уровня запинать, а вот выйти без потерь из потасовки с несколькими страйкерами будет уже сложнее. Ну и да, никаких ручных сохранений. Запись прогресса происходит только на ключевых точках, которых на каждый уровень приходится буквально пара-тройка штук. Добивает еще и то, что чекпоинты запоминают текущее состояние героини. И если сохраниться, будучи одной ногой в могиле, то придется либо страдать и проходить без урона, либо откатываться на более раннюю точку сохранения и с боем выбивать себе более лучший расклад. А морду бить здесь будут часто и помногу, потому как они — это далеко не прогулка в парке. Даже один противник способен подпортить нервы, особенно если он решит активничать с захватами. Два врага — это уже серьезное испытание для пальцев и умение контролировать пространство вокруг себя. А бой с тремя и более злыднями превращается в форменный танец смерти с минимальными шансами выбраться из него здоровым. Вероломному врагу неведомо понятие чести и совести. Потому при численном превосходстве он будет давить на вас, окружать, стараться сбить с ног и вообще всячески проявлять неуважение и убивать. А ведь по уровням нередко бродят еще и гражданские, и Синдикат будет только рад их прихлопнуть. И пусть за гибель мирного населения даже от ваших собственных рук вы ничего не потеряете, но при этом вы ничего и не приобретете, поскольку живой NPC нередко может предложить что-нибудь полезное, будь то аптечка, обойма, силовое поле или даже оружие. Гипоспреи, местные подвиды аптечек, интересны еще и тем, что их можно даже пережрать, за что лайфбар Канока пробьет потолок, а сама она временно получит нифиговый прирост силы и прочности, дающий ей возможность раскидывать супостатов во все стороны без каких-либо существенных трудностей. Но избыточное здоровье будет усыхать само по себе, и когда оно вернется к нормальным 100%, эффект усиления пропадет. Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы так вольготно распоряжаться ценным ресурсом аптечек, надо реально хорошо играть, в то время как неопытный игрок будет тратить весь их запас на банальное выживание после очередной дозы побоев. В итоге профи получает дополнительное упрощение, а новичок — шиш с маслом. И если не хочется страдать под градом тумаков, придется ошпаренный блохой скакать по арене, с чем поможет небольшой, но крайне полезный арсенал акробатических приемов. Традиционно самый действенный способ — укатиться от жизненных невзгод колобочком, но Канока также умеет делать колесо назад, получая в процессе несколько кадров блаженной неуязвимости. Ну и проводить приемы, которые по своей природе и атакующие, и акробатические. Например, сальто в прыжке, сбивающее с ног. А лежащий враг — это спокойный враг. Или весьма сложный в исполнении твистер-кик, сочетающий уход в бок и удар с вертушки и требующий настолько точно подгадать момент, что для эффективного его применения в полусражении нужна либо реакция пятнистой дрозофилы, либо банальная удача. Как вариант, можно попытаться уйти в глухую оборону, но пользы от этого не очень много. Для использования блока нужно быть повернутым лицом к противнику и ничего не делать. Вообще. Блок срабатывает автоматически. Ну или не срабатывает, если прилетает особо тяжелый удар, либо происходит захват. А враги прям-таки обожают делать захваты.
И это огромная проблема, поскольку из них нельзя выпутаться. И если Канока вытащили из блока за ручку или как-то еще поймали, вам останется только беспомощно наблюдать за тем, как злодей учит ее летать. Словить же захват со спины – особая форма унижения игрока. Зато в руках и ногах Канока граф Мулы становится той силой, считаться с которой придется каждому, кто встанет у нее на пути. Их разнообразие впечатляет. 2 захвата с разбега, 2 стоя лицом к лицу, 2 со спины и еще 2 обезоруживающих приема. Все они зрелищны и полезны. Ну, кроме обезоруживания, которое требует встать вплотную к вооруженному врагу, что просто самоубийственно. Но среди них особенно выделяется спинолом, местный аналог бэкстаба, после которого обычно уже никто не поднимается. Исполнить его, правда, это уже другая история, ведь надо как-то оказаться позади оппонента, да еще и в момент, когда он стоит относительно смирно и не пытается свалить из невыгодного для него положения. Тут-то на помощь приходит еще одна интересная фишка игры – скрытность. Враги умеют ориентироваться по звуку или хотя бы создавать видимость наличия у них слуха. Потому иногда бывает логично не рваться в самую гущу битвы, а проскользнуть туда на цыпочках, по пути промассажировав парочку спин, а то и вовсе обойти стороной нежелательный конфликт. И хотя в том виде, в котором Они дошла до нас, она дает не очень много реальных поводов стелсить на уровнях. Но сама такая возможность, конечно, добавляет игре пару очков вариативности. Было бы где стелсить только, и в этом плане боевые арены, преисполненные урбанистическими интерьерами всех цветов и фасонов, получились вот прям предельно лаконичными, в полной мере подчеркивающими слово «арены». Хоть творцы из Bungie West и пытались создать атмосферу этакого городского переполоха, вынуждая игрока не столько бежать марафон и мутузить зло, сколько продираться через бытовые интерьеры и внимательнее подходить к тому, где можно дать врагам честный бой, а где лучше отступить и навязать преследователям менее выгодные для них условия. Но в реальности обстановка варьируется от коробок побольше до коробок поменьше. Погоды не сделали даже приглашенные архитекторы, на плечи которых авторы возложили задачу оживить игровые локации. Уровень на крышах чуть ли не единственный раз, когда левел-дизайнеры хоть как-то проявили себя с лучшей стороны. Вообще, с переходом темы разговора в более исследовательское русло начинается куда более неоднозначная часть игры. Так, Bungie West решили, что просто бить морды будет скучно, и разбавили эту рутину поиском панелей, открывающих запертые двери или вбрасывающих дозу сюжета, не влезшего в ролики на движке. А что это означает? Правильно, исследуй каждый угол и посмотри, все ли нажато. И не дай бог вы забудете где-нибудь активировать панель. Долго потом будете бегать в однотипных декорациях, силясь понять, где вы уже все осмотрели, а где внимательность до вас слабину. И хотя игра не скупится на работу с камерой и почти всегда показывает, где и какая дверь открылась после разговора по душам с очередной консолькой, людям с топографическим кретинизмом, как у меня, придется несладко. Другая большая проблема Они – прыжки. Канока в воздухе управляется чуть лучше брошенного по параболе кирпича, отчего занятие прицельным платформингом превращается в извечное бадание с местной физикой. Перепрыгнуть что-то с разбега – это еще куда ни шло. Но когда игра заставляет аккуратно переступать через лазеры под прицелом автоматических турелей, готовых при малейшей вашей оплошности хорошенько на вас оторваться, программистов этого чуда хочется загрызть. И еще авторы зачем-то сделали так, что прыжок с сальто получается чуточку, самую малость выше, чем обычный скучный прыжок, чем они не преминули воспользоваться в левел-дизайне. Да и вообще, практически все взаимодействие с осью Z какое-то кривое. С коллизиями объектов на краях вечно происходит что-то странное, из-за чего Канока может как бы соскользнуть с них, а тактическое сбрасывание оппонентов на этаж ниже выглядит просто неопрятно. Будто игра как-то с запозданием осознает, что у врага в данный момент нет почвы под ногами. А ведь эта кривизна коллизии еще наматывается на недружелюбную физику прыжков, отчего в сумме рождается самый неприятный платформинг, видимый мною в играх за долгое-долгое время. Но апофеоз противоречивости Они – местное огнестрельное оружие. С ним игра получила эдакую сюрприз-механику, решающую, как часто игрок будет грузиться с последнего сохранения. Канока, равно как и ее оппоненты, таскать может только один ствол за раз, потому выбор текущего оружия часто носит стратегический характер. Встреча с вооруженным противником – это всегда огромная проблема, которую без потери небольшой части здоровья, по-моему, в принципе невозможно решить.
Например, УЗИ. Излюбленное оружие синдиката. На дальней дистанции стреляет с таким разлетом, что одна или две пульки все равно так или иначе заденут. Однако вплотную эта хрень нашпиговывает свинцом по самые помидоры. А враги очень любят огнестрел. И если таковой окажется неподалеку, кто-нибудь быстро найдет ему применение. Выбьете пушку из рук одного врага, второй будет уже тут как тут, отчего мне всю игру не хватало всего одного простого, но крайне нужного действия. Пнуть чертов ствол куда подальше и хоть ненадолго вывести его из боя. Одно дело сражаться с вооруженным врагом, совсем же другое вооружиться уже самому. И тут внезапно замечаешь, что у некоторых видов оружия все-таки есть автоматическое наведение на цель, но только с определенного расстояния. Зачем оно, правда, нужно при наличии мыши? Вопрос, на который я так и не нашел ответа. Но как же тяжело порой бывает отмагнитить прицел от неправильного врага. И меня просто убивает эта идея, что иногда автоприцел есть, а иногда его нет. Что за непоследовательность? Да и сам арсенал пушек в Они специфический. Самой игрой он делится на два основополагающих типа – баллистическое и энергетическое оружие. Однако на какие-то особые свойства это не влияет и просто определяет, каким из двух типов патронов оно питается. Да, одна и та же обойма одинаково успешно скармливается и пистолетом, и ракетницам. Но ладно, давайте посмотрим на то, из чего Они предлагает нам пострелять. Campbell Equalizer. Пистолет, стреляющий ровно летящими пулями. Да, это не хитскан оружие, и патрону надо еще достичь цели. Неплохо так покусывает врагов средней отожранности. Раздражает только тем, что уводит прицел вверх с каждым выстрелом и теряет смысл на дальних дистанциях. Хотя я активно использовал его для того, чтобы всадить пару-тройку пуль в лежащего врага. Hughes Blackadder SMG. Пистолет-пулемет и излюбленная игрушка оперативников синдиката. Ночной кошмар в руках врага и довольно бесполезная погремушка ваших собственных, так как жрет патроны она как не в себя. В принципе, им можно заменить обычный пистолет для того, чтобы стрелять по лежащим. Scrum Cannon. Пушка, стреляющая веером самонаводящихся ракет. Вернее, ракетами, которые только делают вид, что пытаются на кого-то навестись. На больших дистанциях бывает полезный, но только если система автонаведения будет хоть немного слушаться, а богиня Фортуна повернута правильным местом. Как вариант, стрелять максимально вплотную, чтобы все снаряды попадали. Super Bowl Gun. Разрывной гранатомет и по совместительству оружием чуть ли не в одно лицо, восполняющее острую нехватку бум в игре. Опасная вещь, которой самому по себе заехать как нечего делать, но прицельного попадания обычно хватает для того, чтобы враг отправился в свой последний полет. Вы, впрочем, тоже. Mercury Bow. Местный аналог снайперской винтовки и еще одна головная боль вне зависимости от того, по какой сторону баррикад она находится. Во-первых, это хитскан оружие. Просто наводишь его на цель и фиксируется попадание. Во-вторых, это хитскан оружие, которое укладывает обычного врага с одного попадания, а канока с двух. В-третьих, в одной обойме всего 2 патрона, и между выстрелами должно пройти не менее 5-6 секунд. Промах из нее отзывается сильной болью в сердце. Но еще больнее самому оказаться под прицелом снайпера, что по мере прохождения будет становиться все более обыденным событием. Что забавно, вражеские снайперы первым выстрелом почти всегда мажут, зато от пули остается яркий след в воздухе. И если не успеть за несколько секунд найти стрелка, вторая пуля окажется уже в героине. SML-3 Plasma Rifle. Плазменная винтовка, хорошо помогающая зачисткой больших открытых зон. Ко второй половине игры теряет смысл из-за нехватки огневой мощи, но за неимением альтернатив вполне годится для того, чтобы пощипать оппонента перед мано-а-мано. Wondergraph Pistol. Продвинутый шокер будущего, пропускающий через жертву убойную дозу электричества, на пару секунд превращая ее в боксерскую грушу для отработки ударов. С другой стороны, зачем бить парализованного врага, когда есть старый добрый спинолом? Но если шокер оказывается в руках синдиката и у вас нет энергощита, отражающего ток, хоть волком вой. Phase Stream Projector. Оружие, извергающее из себя поток энергии, который здоровью особо не вредит, но охотно сбивает с ног.
Лучший способ лишить надоедливого врага его не менее надоедливого оружия. А то и вовсе скинуть с арены. Но целиться приходится на глаз. Screaming Cannon. Пушка-оружка, выстреливающая сферой, которая потом будет летать вокруг и своими воплями вредить всем, рядом с кем она окажется. Весьма экстравагантный, если не ленивый способ проредить толпу, но когда альтернатив нет, сгодится и он. Также в качестве приятного бонуса во время битвы с боссом дадут побаловаться с местным оружием судного дня. Wave Motion Cannon, которое надо будет сначала выбить из рук этого самого босса, но это дело наживное. И хотя Канока с этой зверюгой наперевес способна лишь на неторопливый шаг, эффектный вид оружия поддерживается его неадекватной мощью. В основном режиме оно шпарит лазером, а в дополнительном швыряется гранатами, из-за чего при аккуратном использовании оно не даст бедному боссу даже на ноги встать. Я так разговорился о том, как Они играется, что напрочь забыл о наличии в ней сюжета. И хотел бы я сказать, что не мудрено и забыть о его существовании в битэмапе, но нет. Разработчики из Bungie West уделили самой истории и ее подаче немало внимания, добавив в мордобой по любому поводу классическую киберпанковскую шарманку о темном будущем, неясном прошлом и о том, что никому больше нельзя доверять. По планете шагает экологическая катастрофа, от последствий которой человечество спряталось в больших городах-муравейниках. Жизнь в них поддерживается колоссальными очистительными комплексами, а порядок – железной рукой закона. И тут на сцену выходим мы, оперативник отдела по борьбе с технологическими преступлениями под кодовым именем Канока. Работая под началом командира Гриффина и обладая силой, выносливостью и живучестью целой армии, Канока в одиночку устраивает всем локальным плохишам филиал ада. И шла себе работа преспокойно, пока не зашевелился преступный синдикат под названием... Синдикат, чьи действия сковырнули много замалчиваемых болячек в городе и за его пределы. Общая история в Они довольно проста. Сначала мы сражаемся за добро, потом, когда понимаем иллюзорность этого деления, сражаемся за себя, ступая по головам бывших коллег и оборзевшего синдиката в поисках правды о себе и своем прошлом. И узнаем о планах синдиката сломать все очистительные комплексы города и озолотиться с продажи Даудана. Единственной вещи, которая может спасти человечество от последствий экологического коллапса. Как спасти? Просто мутировать всех до состояния полной приспособленности к разрушенной экологии, конечно же. В общем, классика остросюжетных боевиков. Если друг оказался вдруг и не друг, а враг, а так, в общем, вот это вот все. Это интерактивная часть сценария, которую мы видим в заставках. Остальное, будьте добры, читать в виде условных записок, ровным слоем размазанных по местным пультам управления. Ну или не читать, если вид письменного текста снижает уровень адреналина в крови. Но при этом всю игру меня не покидала мысль «не дотянули». И не знаю, то ли проблемная разработка с переписыванием сюжета сказалась, то ли рамки жанра сковывали, но Bungie West явно пытались рассказать больше, чем они смогли впихнуть в игру. Город, в котором происходят все события, не ощущается живым и больше напоминает фоновые картинки из старых гоночных аркадов. Он есть, но где-то там. Среди персонажей более или менее выделяется только основной сюжетный треугольник Канока Гриффин Шинатама, поставляющий одни из лучших сюжетных сцен. Главный злодей Муро — это просто насмешка. Вроде он и обоснован сюжетно... типа. Но из амплуа младшего брата Вескера он не выходит в принципе. И о господи, что у него с озвучкой? Я закончу все, о чем мечтал наш отец. Он мечтал о жизни. Все, кого ты знал, уже мертвы. Сдавайся. Ты окружен. Никогда. Я сначала порывался поругать тех воятелей, у которых Бука перевод заказала, но нет, в оригинале он звучал не лучше. I have accomplished everything our father dreamed of doing. He dreamed of life. All you know is death. Surrender. We have you surrounded. Never. Но качество перевода и правда страдает, начиная с вычетки, допускающей ошибки с «тя», и заканчивая очень странно поставленными или слишком буквально переведенными фразами. Блин, да мне даже недопереведенные реплики попались пару раз. Но тут мог и фанатский патч-модификатор игры накосячить, а не горе-локализаторы. Похоже, дела плохи. No, we haven't secured a single area. Not even our armory. Зато озвучка получилась
неплохой. Пусть актеры и добавили персонажам даже еще большей комичности по сравнению с оригиналом. Мы устранили энергетическую подстанцию. Статическая защита отключена. Некоторая непоследовательность всего, что так или иначе связано с сюжетом, преследовала меня от начала и до конца. Так, в начальном ролике зачем-то делают особый акцент на оперативнике TCTF с рыжими волосами. После он, весь такой побитый и перевязанный, появляется на экране провала миссии. Кто это? Такого персонажа в игре сроду не было. И даже портреты героев, то нормальные и хорошо детализированные, то будто бы заваленные и в целом менее проработанные. Последнее, правда, связано с тем, что их адаптировали с работ сразу нескольких художников. Какие-то портреты сняли с ранних эскизов Алекса Акиты, за какие-то отвечала Лоррейн Рейес. И разница в их стилях не просто чувствуется, а конкретно так бросается в глаза. Ну серьезно, в одном только начальном ролике, снятом в стенах Anime International Company, Канока ухитряется выглядеть по-разному трижды. Причем в последнем кадре она еще и делает отсылку на своего главного анимационного вдохновителя. Саундтрек же оставил впечатления не положительные или отрицательные, а больше вопросительные. Я не хочу сказать, что теперь уж культовые композиторы Банджи Мартин О'Доннелл и Майкл Сальватори при содействии Power of Seven связали веник. Однако тот, кто в игре отвечал за аудиодизайн, подал их сочинение по меньшей мере своеобразно. Разработчики решили использовать в игре кинематографический подход с использованием динамической музыки. И есть у меня такое чувство, что более или менее набить в этом руку у них получилось только в Halo Combat Evolved. Большую часть времени в Они звучит гордая тишина, слегка разбавленная техногенным гулом, шумом улиц и прочими звуками немузыкального характера. Ну и, конечно же, возгласами и воплями сил синдиката, которым на месте не сидится, дай озвучить каждое действие. Но музыка в игре все-таки есть, и она очень хороша. В тех редких случаях, когда Они о ней вспоминает, звучит очень плотная электроника, своим инструментарием то и дело отсылающая к азиатским вдохновителям игры. Один лишь минус. Ее слишком мало, чтобы насытить все 15 уровней, потому включаются темы битвы только по воле сценария. Тот же трек-трейлер разработчики использовали аж трижды, разделив его на несколько кусочков. Первая треть пошла на тему одного из боссов, вторая часть отправилась прямиком на финальный бой, а третья играет в главном меню. И вообще, этот трек был изначально написан для первого трейлера Они. В общем, растягивали имеющиеся аудиоданные разработчики как могли. И хотя 40 минут музыкального наполнения едва смогли охватить весь объем игры, в лучшие свои моменты саундтрек звучит просто отменно. Да и всегда можно заглушить тишину чем-нибудь из собственного плейлиста. И если спросить меня, то лучше всего на роль саундтрека Они подает музыка таких групп, как Mind in a Box и Yendri. Особенно вторая хороша, так как в работах Нины Майи Кординг нередко можно встретить азиатские нотки, а темп ее сочинений отлично подходит для безбашенного мордобоя в эстетике киберпанка. Своеобразным бонусом, призванным расширить мир игры и творящиеся в нем события, стали 4 выпуска комикса от Dark Horse. Вернее, 3 выпуска и один пролог-наживка, который до сих пор лежит на сайте издательства в открытом виде, хотя текст на страницах прочитать почти нереально. Если как-то вкратце описать причину существования комикса и его вклад в общий котел сценария, то мне хватит всего 3 слов: рабочие будни Каноко.
Сценарист Дэвид Лэнд не стал заниматься адаптацией игрового сценария и уж тем более придумывать продолжение для него, а просто показал нам нестандартное дело, с которым героиня столкнулась по долгу службы. В городе объявился призрак, и нет, не в доспехах, который за что-то прям очень сильно не взлюбил Синдикат и периодически саботирует их темные делишки. Параллельно с этим Канока исследует крупный слив энергии у местной энергетической компании куда-то на третью сторону. В итоге этот узел приведет героиню к поиску загадочного призрака и пониманию, что за всеми событиями крылась разработка устройства, которое может сделать из чистой энергии любую материю. И хотя комикс особо ничего не привносит в общую историю из-за относительной локальности действия, тем не менее он сделал и немало интересного. Во-первых, он показал нам город в моменты спокойствия, а не когда теракт на теракте сидит и терактом погоняет, как было в игре. Рисовать фаны или общие планы, правда, художник явно не любил, потому мир будущего свелся к шаблонным прямоугольным формам с минимумом деталей. Ну, очень в стиле игры, должен признать. Во-вторых, появилось какое-никакое взаимодействие между персонажами. То, как Канока выбивает сведения из информатора, или ее визит в подземный город детей, или история появления пресловутого призрака. Все выполнено просто, но изящно и без халтуры. У комикса лишь один большой минус – он заставляет желать о продолжении. А помните, как чуть ли не в самом начале обзора я сказал, что до игры в ее изначальном виде, нетронутом модами, мы еще доберемся. Вот и настало ее время, а если точнее, время Они для PlayStation 2. Take-Two, тогда купившие большой кусок Bungie и ставшие издателем будущей игры, по-видимому, возлагали на нее большие надежды и озаботились портированием на еще только назревавшую PlayStation 2. Ну, не своими силами, конечно, а руками Rockstar Toronto, которые адаптировали все наработки Bungie West под другое железо в надежде сделать одновременный выпуск обеих версий. Что ж, поставленной цели они добились, но какой ценой? Вообще, у канадских рок-звезд получился на удивление удобоваримый порт, практически досконально повторяющий оригинал. Настолько досконально, что некоторые его фишки после Anniversary Edition порядочно меня удивили. Во-первых, весь арсенал приемов Канока, как оказалось, недоступен с самого начала, а открывается постепенно по мере прохождения уровней. Даже до такой базовой вещи, как удар рукой плюс удар рукой плюс удар рукой, необходимо еще дойти. А что-то более комплексное, вроде именных суперприемов, потребует изрядно углубиться в игру. Во-вторых, иначе работают цифровые мозги оппонентов. На PlayStation 2, ну то бишь в оригинале, если враг увидит вас с расстояния, он никогда не перейдет на быстрый бег, и уж тем более он не свернет с линии огня, если Канока решит встретить его с огнестрелом в руках, а продолжит упрямо набегать на все пули, летящие ему в лицо. И уж не знаю, то ли руки мои кривые, то ли опять же мододелы что-то подкрутили, но версии для PlayStation 2 меня прям замучили захватами. Я со счета сбился, сколько раз бедную Канока суплекснули эти чертовы страйкеры. Рестлинг пересмотрели, похоже. Качество переноса управления на контроллер в свое время не пнул только ленивый, но оно действительно получилось в лучшем случае странным. Все важные с точки зрения геймплея вещи разнесли по шифтам. R1 и R2 удар рукой и ногой соответственно. L1 и L2 прыжок и приседание соответственно. И нет, что-либо перенастроить в самой игре нельзя. Меню настроек в порте крайне лаконичное. И если к такой раскладке худо-бедно привыкаешь, то привыкнуть к камере не получится, наверное, никогда. Rockstar Toronto зачем-то сделали ее просто невероятно, ну чудовищно чувствительной. Особенно это донимает, когда пытаешься в кого-то прицелиться с почтительного расстояния. Казалось бы, чуть дернешь правым стиком, а прицел уже в другом городе. Да и в целом, консольная версия Они оставляет впечатление хорошей игры, которую тянут назад совсем уж смехотворные недочеты. Ее словно не успели оптимизировать под консольные реалии до конца, выкинув на рынок сразу же, как только она приобрела товарный вид. И что самое забавное, у Они планировалось продолжение. Take-Two настолько крепко взялись за новенькую торговую марку, выбитую у Bungie, что сразу же начали работать над сиквелом для PS2. Точнее, не они сами, а Angel Studios, которые за пределами всякого аутсорсинга были известны преимущественно своими гоночными играми.
И проект в новом для них жанре создавался, похоже, с огромным трудом, поскольку за год разработки при наличии готового движка они только-только начали подходить к тому, что можно с натяжкой назвать технической демкой. Откуда я это знаю? Увидел лично, поскольку кто-то слил сырой прототип Они 2 в сеть, и энтузиасты быстро разобрали его на винтики и вытащили все, что представляло бы хоть какой-то интерес. Полное название игры, кстати, Они, смерть и налоги. Ну или точнее, временное название заглушка. Ну как проект Blame, который переименовали потом в Halo Combat Evolved. Что же до самого прототипа, то господи боже мой, как же там все сыро. Уж не знаю, насколько свежа слитая сборка относительно итогового прогресса Angel Studios перед отменой игры, но в прототипе нет ничего, чтобы выглядело завершенным. По нескольким демо-уровням сложилось такое впечатление, что авторы едва закончили со скелетом обновленной боевой системы, так как это чуть ли не единственное, что в прототипе в принципе есть и даже иногда работает. Но только со скелетом, потому как все немногочисленные стычки с проявлениями враждебности кричат об оптимизации. То модели персонажей разъедутся друг от друга, то анимацию заглючит, то игра просто вылетит в момент нанесения удара. Но когда боевая система Они 2 все-таки оживает, она способна показать амбиции авторов. Во-первых, Angel Studios отошли от разделения ударов на руки и ноги и взяли более традиционное сочетание слабых и сильных атак. Первые быстрые, но слабые, а вторые стучат по черепам с душой, но медленны настолько, что с легкостью гасятся ответками, прилетающими от врагов. Комбинации же создаются не только сочетанием двух типов атак, но и тем, как быстро следующий удар следует за предыдущим. Грубо говоря, сочетание слабый-слабый-слабый будет и внешне, и функционально отличаться от такой же на вид комбинации, где каждый следующий удар в связке делается после небольшой паузы. Во-вторых, авторы переначали механику захватов. Из классики осталось только лассо, когда Канока налетает на врага и ломает ему шею, в то время как остальной набор захватов делается только после успешно проведенной связки простых ударов. И если удар по голове локтем и перебрасывание через себя смотрится хорошо, но уже как-то скучновато, то возможность сделать оппоненту болевой захват и использовать его тушку в качестве живого щита звучит куда интереснее. Правда, я не нашел ни одной ситуации, когда этот захват был бы реально полезен. Но при такой-то сырости прототипа это неудивительно. Другое, что бросается в глаза – стилистика. Angel Studios отошли от аниме корней оригинала и свели весь дизайн персонажей к обычному трехмерному силикону. Канока заметно подросла за лето, но в целом выглядеть она стала так, как выглядела бы ее актриса в какой-нибудь голливудской адаптации. Ну, знаете, как в случае с Aeon Flux. Насчет дизайна локаций трудно что-то говорить, но если их куцое оформление в прототипе хоть немного отражает задумку разработчиков, то нас, скорее всего, ждали такие же пустые коридоры, сдобренные аренами для массовых побоищ. Хотя, вот разрушенный город, не успевший даже текстурами обзавестись, поражает размахом, доводящим счетчик кадров в секунду до сердечного приступа. В остальном, глазу даже зацепиться не за что. Сплошные тестовые комнаты, баги, еще тестовые комнаты, проверки механик и еще больше багов. Игра явно не торопилась к релизу, и когда Angel Studios ушли под крыло Rockstar, мало удивительного в том, что проблемную разработку свернули еще до анонса, а все ресурсы студии переключили на создание не менее амбициозного Red Dead Revolver. На этом, к сожалению, история демона из прошлого обрывается окончательно, и света в конце тоннеля не видать. Вместо того, чтобы развивать торговую марку или хотя бы доить с нее деньги за счет портов, Take-Two предпочли вовсе ее заморозить и, просто молча владеть ей, не давая стареющим фанатам и мизерных надежд на возвращение Канока в современность. И пусть Они так и суждено остаться одной из полузабытых игр из начала нулевых, всегда приятно к ней вернуться после очередного перерыва, дабы вновь начистить кучу однотипных лиц и пробежаться по таким пустым, но таким знакомым коробкам игровых локаций. Игра каким-то образом воздействует прямо на центр кровожадности в мозгу и дает чистое наслаждение от избиения людей. А больше и не нужно. Немаленькая банка джема получилась на сей раз. И раз уж мы сегодня схалтурили по части дичи, следующая банка джема будет прям дикой-дикой. Ну и напоследок, отдельное спасибо любителям сладкого, поддержавшим банку джема на сервисе Boosty.
Павлу Василевичу, Александру Климову, Щепачу, DNA и Владимиру Королю. От души, ребят, ну просто от души. Ну а пока...